Как стало известно The Print, на фоне продолжающегося конфликта с Арменией, которая закупает у Индии различные виды оружия и оборонных систем, Азербайджан через третью страну дал понять, что хочет закупить оружие у Нью-Дели, чтобы уравновесить ситуацию. Однако просьба, поступившая через очень дружественную страну, была проигнорирована Индией. Как стало известно, Нью-Дели ясно дал понять дружественной стране, что Индия сама будет определять свои двусторонние отношения и приоритеты и не хочет, чтобы какая-либо другая страна выступала посредником. Источники The Print, знакомые с ситуацией, сообщили, что Баку никогда напрямую не поднимал эту тему с Нью-Дели. Ни официально, ни неофициально. Вместо этого к Индии обратилась третья страна, заявив, что если эта южноазиатская страна хочет экспортировать свое местное оружие и ищет долгосрочного партнера, она может обратить свой взор на Азербайджан. Источники The Print, знакомые с ситуацией, сообщили, что Азербайджан готов заключить соглашение, аналогичное текущим сделкам, подписанным его конкурентом Арменией с Индией. В последние годы Ереван обращался к Индии с просьбой укрепить свои вооруженные силы на фоне конфликта с Азербайджаном и закупил у нее ракетные установки, артиллерийские орудия, боеприпасы, снайперские винтовки и противотанковые ракеты. Армения рассматривает возможность закупки ракет «Астра» для укрепления своего парка истребителей Су-30, о чем ранее сообщал The Print. Для Индии Армения является не только постоянным партнером в сфере обороны, но и рассматривается как политический партнер в регионе и имеет тесные связи с Францией. Другой стратегический партнер Индии – Греция, которая может отправить устаревшее российское вооружение в Армению, чтобы помочь ей повысить обороноспособность в рамках потенциальной оси с Индией в регионе. Ереван также решительно поддерживает позицию Индии по Джамму и Кашмиру. Индия, Франция и Греция стремятся поддержать возможности безопасности Армении. Для сравнения, Азербайджан воспринимается как часть растущей группы стран, включающей Турцию и Пакистан. С 2017 года Баку, Анкара и Исламабад сосредоточились на углублении трехстороннего сотрудничества. В июле этого года лидеры трех стран провели трехсторонний саммит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества ШОС в Казахстане. А Баку еще в 2023 году поддержал позицию Исламабада по Джамму и Кашмиру. Армения и Азербайджан были яростными соперниками со времен территориального спора в Нагорном Карабахе. После распада Советского Союза в 1991 году этнические армяне в регионе объявили себя Республикой Арцах, которая не получила признания ни от одной страны мира, включая Армению. Две страны вели из-за этого две войны. Причем Азербайджан с большим успехом использовал барражирующие боеприпасы и беспилотники, закупленные у Турции во время конфликта 2020 года. В сентябре 2023 года Баку в результате быстрой военной операции вернул себе территорию Нагорного Карабаха. А теперь, помимо официального текста статьи, представим наш объективный ответ из Еревана. В индийском издании The Print вышла статья, в которой автор со ссылкой на свои источники сообщил, что некая третья страна обратилась к Индии с просьбой рассмотреть заявку Азербайджана на военное сотрудничество. Несмотря на очень близкие партнерские отношения с этой третьей страной, Индия на эту просьбу не отреагировала. В сети идут обсуждения на тему, что же это за очень дружественная третья страна. Конечно, это Израиль. Правда, остается открытым вопрос – обращался ли Израиль в лице чиновников израильского правительства или эту попытку вбить клин в отношения Индии и Армении предприняли некие израильские лоббисты? Что-то мне подсказывает, что все же это не официальное обращение, а подкат любящих халявные бабки, частных добровольных помощников, коих в Израиле вагон и маленькая тележка, и не только в военной сфере. Итак, со страной определились. А что же мог хотеть приобрести Азербайджан в Индии? Особенно на фоне того, что уже несколько лет из каждого подконтрольного бакинской власти СМИ звучит мнение о крайне низком качестве индийского оружия. И тут ответ, с моей точки зрения, достаточно прост. Азербайджану не нужна ни индийская артиллерия, ни радиоэлектронные системы, ни противотанковые комплексы. Все это Азербайджан благополучно покупает в том же Израиле, а также в ряде европейских стран.
Сегодня в вооруженных силах Азербайджана сложилась такая уникальная ситуация, что такого количества вооружения разных производителей, наверное, нет ни в одной стране мира, даже в Индии. А Индия, как известно, любит покупать вооружение по всему миру и очень не любит снимать с вооружения уже устаревшие образцы. Что же хотел приобрести Азербайджан в Индии? Предположу, что Азербайджан обратился к Индии через третьи страны за приобретением на сегодняшний день для одного из самых дефицитного товара на рынке вооружений. Это артиллерийские боеприпасы. В связи с тем, что в Европе вовсю полыхает война между Россией и Украиной, на рынке сложился острый дефицит как боеприпасов самых распространенных калибров, так и пороха и взрывчатых веществ для производства этих боеприпасов. Индия – одна из немногих стран, может быть еще Китай, кто производит боеприпасы в больших количествах как для собственных нужд, так и на экспорт. Одним словом, биполярка усугубляется. Только режим Алиева может одной рукой проплачивать лживые статейки о некачественном индийском вооружении для Армении, а другой рукой приветственно махать индийцам и просить у них некачественное оружие. Хорошо, что Индия послала их подальше. А ведь могла бы сказать: продажа оружия – это просто бизнес. Не продадим мы, продаст кто-то другой. Путин подтвердит. Правда же? Глава МИД Турции Хакан Фидан раскрыл некоторые детали участия страны в сирийском конфликте. По словам дипломата, последние 2-3 года власть Башара Асада сильно ослабла. Военные и контрразведка пришли к выводу, что у оппозиции не возникнет никаких препятствий для захвата подконтрольной Дамаску территории в провинции Алеппо. Остальные провинции боевики взяли под контроль уже по накатанной. Основной проблемой Турции были Россия и Иран. Анкара опасалась, что Москва и Тегеран повторят реакцию 2016 года, что приведет к новому кровопролитному витку конфликта. По словам Фидана, Турция смогла отговорить Россию и Иран от военного вмешательства на переговорах в Дохе 7 декабря. После этой встречи Асад покинул президентский пост в тот же день. Башар Асад оказался перед выбором – поделиться властью с народом или с иностранными силами, поддерживавшими его против населения. Сотрудничество Асада с Россией и Ираном не привело к восстановлению страны, а экономика и базовые услуги оказались в упадке. В Сирии необходимо построить гражданское и демократическое государство, но это потребует времени. Наша задача – помочь избежать ошибок прошлого и создать условия для стабильности и процветания. Мы будем внимательно следить за действиями новой администрации и продолжать содействовать восстановлению страны, заявил Фидан. Также Фидан отметил, что Турция поддержала оппозицию в Сирии, чтобы не столкнуться с новой волной беженцев из страны. В свою очередь, главарь Хаят Тахрир аш-Шам Абу Мухаммад аль-Джулани призвал к прекращению любого иностранного вмешательства в Сирии в интересах стабилизации и восстановления страны. По его словам, захват власти боевиками положил конец присутствию Ирана в Сирии, которую Тегеран использовал как плацдарм для нападений. Иранская политика наносила вред сирийскому народу. При этом он отметил, что не питает вражды к народу Ирана. Аль-Джулани заявил, что он не намерен вступать в конфликт с Израилем. Он отметил, что у израильтян больше нет оправданий нападать на Сирию, поскольку ни Хезболлы, ни Ирана больше нет в стране. По словам главаря объединения, Израиль явно нарушил суверенитет, нанеся удары и оккупировав новые сирийские территории. Главарь объединения призвал международное сообщество надавить на израильские власти, чтобы не допустить эскалации конфликта. Мухаммад аль-Джулани призвал Израиль прекратить ракетные удары по территории Сирии. Ранее Генштаб Турции заявил, что в случае продолжения атак Тель-Авива на Сирию турецкая сторона даст военный ответ. Также аль-Джулани прокомментировал присутствие в Сирии объектов вооруженных сил России. По его словам, боевики могли бы нанести удары по российским базам, но предоставили Москве возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом, чтобы это служило общим интересам. Заявление аль-Джулани вызвало негативную реакцию у ряда боевиков. Во время конфликта они понесли существенные потери при боестолкновениях с проиранскими формированиями, а также от авиаударов ВКС России. Более того, исламисты надеялись, что захват власти в Сирии откроет им возможность борьбы за Иерусалим. Не тут-то было. Пишите ваше мнение в комментариях
и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные мировые новости.